Среди типов европейских рас долгое время выделяли так называемые чистые типы, а вот комбинации между ними не признавали за отдельные расовые комплексы. Аргументы были такими. Это результат смешения, который выдают непредсказуемые комбинации признаков и не сохраняют его в следующих поколениях. То есть ребенок от брака норвежца и китаянки может иметь как белую, так и желтоватую кожу, как широкий, так и узкий разрез глаз, а уже своим детям он передаст не все эти признаки разом, а лишь некоторые. Однако по мере изучения человеческого разнообразия было обнаружено несколько типов смешанного происхождения, при этом устойчивых и дающих потомство с теми же признаками. Ими являются, например, уралоидный тип, хотя и под вопросом, туранидный тип, трёндер в Скандинавии и сразу несколько типов в Эфиопии, и норик, о котором мы поговорим сегодня. Люди этого типа довольно широко расселены и хорошо визуально нам знакомы. На просторах Центральной Европы они едва ли не доминируют и глубоко заходят на запад до Франции и Британии, а также на восток до Польши и Белоруссии. Норик – это европеоидный антропологический тип, который рассматривается как смешение динарского и нордического типов. Название происходит от древнеримской провинции Норик, располагавшейся на территории современной Австрии и Южной Германии. И именно там максимальная концентрация людей этого типа. Условно норик – это один из доминирующих типов у западных славян, а также австрийцев, западных венгров, северных итальянцев, отчасти у словенцев и хорват – сербами. Иногда еще этот тип называют норит. Норик часто описывается как осветленный динарский, то есть человек с чертами, характерными для динарцев, короткая голова, высокий рост, рельефное лицо, но с более светлой пигментацией, свойственной северным народам. На индивидуальном уровне могут быть типы как совершенно динарские по форме, но со светлой пигментацией, и наоборот скорее нордического сложения, но при этом более темные или с уплощенной головой. Понятно, что тип сформировался в результате смешения. Уже в глубокой древности культура колоколовидных кубков заняла огромный ареал от Балкан до Британии и представлена была преимущественно динарскими образцами. Затем в зону их обитания вторглись племена культуры шнуровой керамики из современной Украины и России, что на историческом уровне совпадает с появлением индоевропейцев в Европе и истреблением ими коренного населения. Во многих зонах Европы группы смешивались и за поколения обрели устойчивый вид, скорее новый, чем комбинацию двух старых. Это смешение происходило в центральноевропейской зоне, на территории современной Австрии, Южной Германии, Чехии и Словении, где пересекались миграционные потоки индоевропейских и доиндоевропейских народов. Норик часто связывают с потомками кельтских или иллирийских племен. До сих пор типичный гал или кельт описывается как человек с небольшой головой, крупным носом, рослый, но не массивный, с промежуточной пигментацией между блондином и брюнетом. Открытие спровоцировало даже небольшой скандал в антропологии. На его основе один из столпов науки, Карлтон Кун, сделал целую теорию динаризации, когда обнаружил динарские типы и в Британии, и в Альпах, и даже в Африке. Он счел это неким биологическим процессом, который постигает другие типы вследствие неких факторов, отчего они становятся более динарскими. Но коллеги по цеху теорию не поддержали и подвергли критике. Основные физические признаки норика: высокий рост, крепкая мускулистая конституция, широкие плечи. В отличие от нордида, норик более массивен и жилист. Он почти не уступает по росту динарцам, при этом долго сохраняет свою конституцию тела. Как у динарцев, у норика длина ног превосходит длину туловища, а вот руки нормальной длины, в отличие от коротких у динарцев. Голова короткая, брахицефальная. При длинном лице, высокой голове. Короткая она получается в результате почти плоского затылка и ее относительно большой ширины. Головной указатель выходит за пределы 80. Лицо узкое, высокое, с резко очерченной нижней частью, часто с прямым или слегка выпуклым профилем. При этом по форме скорее перевернутый треугольник, так как ширина лба заметно превосходит ширину челюсти. Нос длинный, узкий, часто с горбинкой или орлиной, очень выступающий, нередко огромных размеров. Тон кожи скорее светлый, но с легким розовым или оливковым оттенком в зависимости от климата проживания. Рост бороды, усов, волос на теле сильный. Волосы преимущественно светло-каштановые или русые, реже темно-русые. Глаза нориков обычно серые, голубые, либо светло-карие.
То есть их общая пигментация светлее динарской, но темнее нордической. Довольно часто их массивное надбровье имеет форму домиком, и от этого глаза кажутся в профиль немного грустными всегда. Норик встречается преимущественно в Центральной Европе. Это Австрия, особенно Штирия, Тироль, Южная Германия, Бавария, Чехия, Моравия, Словакия, Словения, северо-запад Венгрии. Отдельные его черты можно увидеть у населения юга Франции, Швейцарии, Хорватии, на севере Италии, даже в Южной Польше, Литве и Украины. От предковых типов нордида динарского норик отличается так. Динарский тип намного темнее по тону кожи, цвету волос и глаз. У него резче черты лица. Нордид же более светлый, более тонкий по ширине кости. У него длинная голова, а у норика короткая. Среди известных представителей этого типа можно назвать французского политика и генерала Шарля де Голля, хоккеиста Уэйна Грецки, мореплавателя Жака Ива Кусто, футболиста Мирослава Клозе, российского музыканта Петра Мамонова, украинского музыканта Олега Скрипку, футболиста Франческо Тотти, либо литовского баскетболиста Жедрунуса Илгаскиса. Как видим, большинство этих людей имеют корни в Центральной Европе и в смежных странах. В целом этот тип довольно широко представлен на континенте. Пишите, встречали ли вы в жизни нориков и выделялись ли они на фоне остального населения. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.